Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такие следочки. Модель очень простая, легкая, вяжется быстро. Вязала я на 36-37 размер. Следочки мои бесшовные, швов нет, связаны полностью единым полотном. Такая вот у нее подошва, такая пяточка и вот такая боковая часть. Работа начинается с вывязывания вот этого элемента. Этот элемент вяжем крючком. Носочек я вязала на 37-38 размер, так как вяжем полностью лицевыми петлями, то есть платочной вязкой, они достаточно хорошо растягиваются. Размер моего носочка в длину 24 сантиметра, в ширину, высоту 10,5, даже 11 сантиметров, что подходит на 37, 38, 39 размер. Если хотите связать меньше размером, вот эту часть набираете такое же количество петель, как у меня. Цветочек вяжем то же самое. Вот вывязывание вот этой части убавите количество рядов, и тогда вы получите меньший размер. Если хотите пониже, убавляете ширину вывязывания подошвы. Тогда у вас носочек будет пониже. Давайте не будем терять время и начнем нашу работу. Вывязывание нашего носочка начинаем вот с этого цветка. Ниточки у меня остаточки. Это у меня 100% акрил. Вязала сам носочек я из пряжи кавказская, спицами номер 3. Пряжа кавказская, двоечка. Для начала нашей работы будет отсвечивать. Делаем на палец кольцом. И в кольцо вяжем 3 воздушные петли. Эти 3 воздушные петли нам заменят 1 столбик с накидом. И далее вяжем в это колечко 15 столбиков с одним накидом. Первый связали. Делаем на крючок накид. Крючок вводим в колечко, вытягиваем рабочую нить и провязываем попарно 2 петли и 2 петли. Это столбик с накидом. Таких петелек вяжем 16. Считая первые 3 воздушные петли: 2, 4, 5, 6, ну и так далее. 16 столбик с накидом вывязан. Колечко наше стягиваем. Так, чтобы здесь не было отверстия. И соединительным столбиком замыкаем наш круг. 1, 2, 3. Находим 3-ю воздушную петлю, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить и тут же протягиваем в петельку. Кольцо замкнули. Далее нам желтая нить уже не нужна. Мы ее обрезаем. Петельку вытягиваем. Далее мы эту ниточку проложим, а этот хвостик нужно сразу убрать, чтобы оно нам не мешалось. Протянем по петелькам. И спрячем. Сделаем один узелочек.
И лишнюю нить отрежем. Колечко наше готово. Далее вяжем наши лепестки. Лепестки наши состоят из элементов так называемых попкорн. Мой элемент попкорна состоит из 6 столбиков с накидом. Между ними 1 воздушная петля. Лепесточков у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прикрепляем нашу отделочную нить. Я взяла белый. Отступаем немного от нашей петельки, которую мы завершали, и прикрепляем отделочную ниточку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот эти хвостики сразу проложим в работу. И далее в эту же петельку вяжем еще 5 столбиков с 1 накидом. Всего их будет 6. 2, 3, 4, 6 столбиков с накидом связаны в одну петлю основания, то есть в кружочек наш. Ниточку вытягиваем, находим первую петельку первого столбика. Он у нас из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Вводим сюда крючок. Крючок вводим в нашу петлю. Захватываем и соединяем соединительным столбиком. Вот такой у нас получился попкорн. Делаем 1 воздушную петлю, чтобы закрепить наш лепесток. Делаем 1 воздушную петлю для разделения наших лепестков. Пропускаем 1 петлю воздушную на кольце и в следующую через 1 столбик с накидом нижнего ряда вяжем еще 1 элемент попкорн, то есть 6 столбиков с накидом в 1 петлю основания. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали петельку, вытягиваем, находим первый столбик, вводим в вершину столбика крючок, захватываем петельку за обе ниточки, вводим крючок в последнюю петлю и соединительным столбиком завершаем наш попкорн. Вывязали. Делаем 1 воздушную петлю, пропускаем 1 петлю основания и в следующую вяжем следующий лепесток. То есть в 1 петлю 6 столбиков с 1 накидом. Четыре, 5 и 6. Вытягиваем петельку, замыкаем наш попкорн. Закрепляем петлю. Делаем 1 воздушную и переходим для вывязывания следующего лепесточка.
Одну петлю основания пропускаем, следующую вяжем. Таких лепесточков у нас должно быть 8. Цветочек мой вывязан. Замыкаем. Находим верхушку первого нашего попкорна и соединительным столбиком соединяемся. Цветочек наш готов. Если он у вас получается слишком выпуклый, можете между лепестками набирать 2 воздушные петли. Ниточку вытягиваем, обрезаем. Цветочек наш завершен. Закрепим сразу. Сделаем один узелочек. Вот такой цветочек получился. Далее вяжем наши листочки. Для этого берем нить другого цвета. У меня зеленый. Прикрепляемся между лепестками. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это будет наш первый столбик. И в эту же точку между 2 лепестками вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Хвостик прокладываем. Первый листочек связан. Делаем 2 воздушные петли. Находим следующий промежуток между 2 лепестками. И сюда же вяжем 3 столбика с одним накидом. Провязали. Делаем 3 воздушные петли. И в эту же точку вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Это будет угол нашего квадратика. Провязали 2 воздушные петли. Следующий промежуток между лепестками. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. И подошли к следующему уголочку нашего квадратика. Сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные. И в эту же точку еще 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. Переходим к следующему промежутку между лепестками. Сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. И следующий уголочек нашего квадрата. Между лепестками вяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли
И в эту же точку еще 3 столбика с одним накидом. Формируем угол. Три столбика связали. 3 воздушные. И сюда же еще 3 столбика с одним накидом. Вот такой квадратик у нас получается. Вот наши уголочки. Далее вяжем 2 воздушные петли. В этот промежуток 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. Подошли к следующему уголочку. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные. И сюда же еще 3 столбика с одним накидом. Сформировали 4-й угол. Делаем 2 воздушные петли и завершаем наш квадратик соединительным столбиком в цепочку из 3 воздушных петель. Находим верхушку, вводим крючок, вытягиваем петельку и соединяемся. Квадратик наш вывязан. Вот такой он получился. Далее вяжем нитью основного цвета. То есть тем цветом, которым будем вязать наш следочек. И свяжем еще один ряд из столбиков с накидом крючком. Начинаем вязать нитью основного цвета. В любой точке прикрепляем основной цвет. Делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И в этот же промежуток вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый элемент связан. Далее делаем 2 воздушные петли. Подошли к уголочку. В уголочек вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли поворота. И переходим к вязанию следующей стороны нашего квадратика. 3 столбика с накидом. Две воздушные. В следующий промежуток 3 столбика с накидом. 2 воздушные. Еще один элемент из 3 столбиков. Две воздушные. Подошли к следующему уголочку. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Верхушку нашего уголочка.
Делаем 3 воздушные петли и переходим к вязанию следующей стороны нашего квадратика. 3 столбика с накидом. Две воздушные. Далее вяжем вот эти 2 элемента и подходим к следующему уголочку. Таким образом провязываем весь наш квадратик. Далее переходим к вязанию основного полотна нашего носочка. Для этого нить от квадратика я отрезала, закрепила. Берем рабочую нить и набираем цепочку из 24 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Длина моей цепочки 10 сантиметров. Если вам нужно размер меньше, набирайте 22, 20 петель. Далее связанную цепочку прикрепляем во вторую петлю цепочки, где наш уголочек, соединительным столбиком. Смотрим, чтобы лежало с лицевой стороны. И соединительным столбиком прикрепляемся. Далее верхнюю часть вот этого нашего носочка нужно припосадить. Для этого вводим петлю, вводим крючок в первую петельку, вытянули рабочую нить, во вторую петельку, вытянули рабочую нить. На крючке 3 петли. Петельки захватываем за обе стеночки. На крючке 3 петли. Далее третью петлю протягиваем через первую и вторую петельки. Протянули. Набираем следующую группу петель. Вторая петелька, третья. И также протягиваем. Не провязываем, а просто протягиваем. Находим следующие петельки. Набрали 3 и третью протягиваем через 2 предыдущие. Соединительные столбики. Еще 2 петельки. Протягиваем. Берем еще 2 петли. Протягиваем. Следующие 2 петли. Протянули. Следующие 2 петельки. Протянули. Пришли в уголочек, в первую и во вторую. Верх нашего носочка стянут, припосажен. Далее набираем еще 24 петли для левой стороны носочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот такие две цепочки. 24 воздушные петли набраны. Далее цепочку разворачиваем. И вот здесь вот есть такие дужки. Вот они. Вот за эти дужки мы будем набирать петельки. Я сначала набираю на крючок. Нужно собрать 24 петли. 3. Вот она, 4. 5. 6. 7. 'Проверяем, чтобы не пропустить. 8. 9. 10. Набранные петли переснимаем на спицу, которой будем вязать. Я взяла круговые спицы номер 3. Петельки переснимаем. Можно сразу набирать на спицы, как вам удобно. И продолжаем дальше набирать. И таким образом собираем 24 петельки. 23 петельки собраны, 24-ю берем прямо из верхушки. Вот отсюда. 24. Далее собираем все петли по периметру нашего изделия. Вот так. Дошли до уголочка. В уголочке у нас 2 воздушные петли. Сюда мы делаем 1 петельку. И далее идем по верхушкам наших столбиков с накидом. Собираем все петли. Набранные петли снимаем с крючка и переводим на спицу. Дошли до следующего уголочка. Осталась 1 петелька. И в уголочек из 2 воздушных петель сюда мы набираем только 1 петельку. И далее уже в каждую. Дошла до 2-й цепочки. И точно так же, как собирали здесь, за задние дужки, собираем 24 наши петли. Захватываем заднюю дужку и формируем петельку. Петельки я все свои собрала, посчитала. Их у меня 92 петли по всему периметру. Вот эта часть нашего носочка, она готова. Вот, до пяточной части. Далее вяжем вот эту часть. Нам нужно провязать 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рядов дорожек. Первую кромочную провязываем. В дальнейшем мы ее будем переснимать просто. И далее вяжем все петельки лицевые. Первые несколько рядов дорожек вязать будет сложно, поэтому я вам рекомендую вязать 4-5 дорожек вот так вот на 3 спицах. Вот моя спица на леске.
Продолжаю вязать на 3 спицах. Получается на 4. 3 спицы с петлями и 4 рабочие. Дорожек 5 провяжете. Можно перейти только на спицах на леске. Будет намного легче и быстрее. Боковая часть моего носочка вывязана. Вот такая конструкция у меня получилась. На спицах 92 петли. Я уже посчитала и разделила по 41 петле. Это у нас боковые части. 41. 41 на следующей стороне. И 10 петель – это центральная часть начала вязания нашей подошвы. 3, 6, 8, 9, 10. На 10 петлях мы будем вязать вот такую нашу подошву. Для этого сейчас провяжем наши 41 петлю. Здесь я провязала 14 рядов. И высоту у меня получилось 6 сантиметров. Если вы хотите связать пониже, то вяжите ряда на 2 меньше. Тогда у вас будет в виде балеток. Здесь у меня 10 сантиметров. Если вы хотите размер меньше, то, уже говорила, цепочку набираете покороче, и размер у вас будет поменьше. Давайте начнем вязать подошву. Для этого провязываем наши 41 петлю до маркера. Дошла до петель подошвы, маркер снимаем, провязываем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-я петля. 10-ю петлю провязываем вместе с одной боковой петлей. Провязываем лицевой. Провязали. С левой стороны боковых петель осталось 40. Работу поворачиваем. Провязываем 9 петель. Первую снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю петлю провязываем вместе с одной боковой, тоже лицевой. Работу поворачиваем. Первую петлю снимаем, провязываем 9 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю провязываем вместе с одной боковой петлей. Таким образом выполняем соединение нашего носочка. Повернули работу, первую сняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-я петля. Провязываем вместе с одной боковой. Работу поворачиваем. Первую снимаем, 9 провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю провязываем вместе с боковой. Таким образом вывязываем все наши вот эти петельки. Соединяем с подошвенной частью. И вот такая подошва у нас получится. Продолжаем нашу работу. Подошва моя вывязана.
Осталось 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Далее будем вязать нашу пяточную часть, то есть задник. Вот эту часть. Вот так она выглядит. Здесь я уже сделала разметочку. Вяжем так же, как и подошву, до тех пор, пока боковых петель не останется 5 штук. Провязала вот 10 петель. Далее хватаем за обе стенки одну боковую петлю. За обе стеночки вытягиваем рабочую нить, работу поворачиваем и провязываем сразу 2 петли вместе. Первую добавленную и 10-ю провязали. Далее вяжем 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из боковой части поднимаем еще одну петельку. Находим нашу петлю, захватываем за обе стеночки. Вытянули рабочую нить, работу повернули. Провязываем, ниточку выводим назад и сразу провязываем 2 петли вместе. Делаем соединение с боковыми частями. Далее вяжем 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поднимаем еще одну петлю. Работу поворачиваем. Добавленную петлю провязываем вместе с 10 петлей. И далее вяжем 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добавляем еще одну петлю. Работу поворачиваем. Провязываем 2 петли вместе. И далее все петли провязываем до конца. Провязали, добавляем еще одну петельку. Таким образом соединяем все наши петли вот до маркера. Здесь у меня оставлено 5 петель. Это нужно для того, чтобы сделать вот такую припосадочку нашего задника. Вот задник должен вот так быть припосажен. Здесь на этих 5 петлях мы будем соединять и одновременно припосаживать нашу пяточку. Продолжаем наше соединение. Довязала я до маркеров. Вот такая пяточка у меня получилась. Теперь нам нужно сделать припосадку. Для соединения одна петля у меня уже поднята. Нахожусь на лицевой стороне работы. Провязываю петлю соединения. Далее провязываем 2 петли вместе. Еще раз делаем первое убавление. Провязываем 5 петель. Делаем еще одно убавление. И провязываем последнюю петлю.
Поднимаем боковую петельку для соединения боковой части. Работу поворачиваем. В изнаночных рядах все петли провязываем как есть. Делаем только боковые соединения. Соединили пяточную часть с боковой. Делаем еще одно убавление. Находимся на лицевой стороне работы. Провязали 2 вместе петли пяточки. Провязываем еще одну петлю. И делаем еще одно убавление. Провязываем последнюю петельку и поднимаем петлю для соединения. Провязываем все петли. На спицах у нас 5 петель. Поднимаем еще одну петельку соединения. Работу поворачиваем на лицевую сторону. Соединяем петлю с боковой частью. В середине у нас должно остаться 3 петельки. На спицах сейчас после всех убавлений 5 петель. Далее вяжем без убавок. Делаем только соединение. Провязываем предпоследний ряд. И делаем последнее соединение. Вот наша рабочая ниточка. Прямо в верхушку начала работы. Если трудно вам соединить, здесь сложновато, я беру петельку крючком. И далее закрываем все наши петли. На спицах 5-6 петель. Закрываем следующим образом. Рабочую нить выводим назад. Провязываем. Я закрываю всегда крючком. Первые 2 петли вставила крючок, вытянула рабочую нить. Подхватываю вторую петлю, провязываю и на нее накидываю провязанную петлю. Можно это делать спицами. Я делаю всегда крючком. Так удобнее. Закрыли. Закрепляемся. Первую боковую петлю. Вытягиваем и стягиваем. Пяточка наша готова. Вот такая вот она получилась. На этом этапе вязания нашего тапочка завершено. Вот такое изделие у нас получилось. Теперь нам осталось сделать обвязку. Обвязку можно делать любую, по вашему желанию. Во время обвязки вот эту часть, если она вас не устраивает, то есть или великовато, или неплотно прилегает, можно припосадить. Рабочую ниточку обрезаем, нить затягиваем. Начинаем нашу обвязку. Берем отделочную нить, какую вы хотите. Чуть подальше от того места, где мы заканчивали, вводим крючок в петлю, захватываем обе стенки, закрепляемся одной воздушной петлей. Далее набираем 3 воздушные петли. У меня обвязка так называемая пико. 3 воздушные петли набрала. В первую петельку вводим крючок
и закрепляем столбиком без накида. Пропускаем одну петельку, вводим крючок в следующую петлю, провязываем 3 воздушные петли и в основании этой петельки, вот так вот прихватывая первую воздушную петлю и петлю основания, вывязываем. Вот такой пико получается. Пропускаем одну петлю, вводим крючок в следующую, провязываем 3 воздушные, вводим крючок в обе петли, вытягиваем рабочую нить и провязываем. Таким образом обвязываем весь наш носочек. Завершила я свои носочки, сделала обвязку, осталось заправить хвостики. Вот такая у нас пяточка, вот такой у нас перед. И вот такие у нас тапочки, следочки. Ну а у меня на сегодня все. Ровных вам петелек. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!